Пацаны, всем приветик. В этом ролике я с вами пообщаюсь на тему, как быть жесткими в арене Breakout Infinity. У меня есть подобные ролики в Таркове. Настало время научить мне вас играть и в арену. Сразу хочу сказать, что я уже взял первое место в турнире. Поэтому, если вдруг вы не знаете меня, то я мастер арены, черный пояс по арене. Вот моя перед вами статистика. Вот, и это я вам просто показываю и говорю для того, чтобы вы понимали, что я в состоянии вам давать советы и учить вас играть в эту игру. Я просто отправлюсь в PvP рейд с плохим гиром условно. Господа, если вдруг вам понравится такой формат роликов, и вы захотите узнать что-то новое про PvP составляющую арены, у вас есть два действия. Вы можете зайти ко мне на стрим, посмотреть, как играю я, и позадавать мне вопросы, возможно, я смогу вам ответить на них. А второе, это просто прожать лайк этому видео, чтобы я понимал, что этот видос набирает просмотры. Я запишу вам еще много частей. Расскажу вам полностью про арсенал, про ферму, про разные тактические моменты, как играть карты. Прям поделюсь всеми фишками, которые знаю. Смотрите, когда вы ресаетесь, вы сразу должны отыгрывать от спавна. Позиционирование — это знание спавнов. Понятно, что вы это не знаете сразу, но вы как минимум можете распечатать лист бумаги, положить его возле компьютера, где будут все точки спавна, которые есть в данной игре, отмечены на этой страничке. Вы, грубо говоря, заресались, нажали М, посмотрели на этом листке бумаги. Но если вы уже более-менее разбираетесь или хотите просто научиться без там каких-либо подсказок, то я вам сейчас буду примерно рассказывать, как это выглядит. Вот смотрите, я заресался сзади ТЭС. Я понимаю, что у меня тут спаун, у меня прямо спаун. И спаун, который справа, я сейчас должен увидеть, смотри. А я не вижу. Возможно, они уже зашли внутрь. То есть я просто знание позиционирования уже могу строить свою начальную игру. Как мне играть. Вот, они в любой момент могут выйти с этих ворот. Видите, как я перемещаюсь? Вы должны обратить внимание на то, как я двигаюсь по карте. То есть я все время, когда двигаюсь, моя тушка закрывается постоянно каким-то объектом. То есть я не бегу вот так просто в начале коридора. Я бегу вот правее, например, закрываюсь данным бортиком. Вот, я не лечу сразу с голову. Я встал, послушал, убил бота, поднялся. То есть мы с вами не занимаемся спидраном. Мы занимаемся с вами выживаемостью. Вот, я захожу сюда, я понимаю, что здесь у меня спаун. Да, вот тут я заресался. Вот здесь у меня спаун. Он мог зайти сюда внутрь. У него есть шанс подняться. Соответственно, я начинаю распикивать углы. Я зашел, зачекал все позиции. Пошел не вот так вот вдоль окон, а пошел вот здесь, потому что здесь у меня с окон не видно. Вы должны постоянно, первое, закрывать свою тушку объектами. Второе, вы всегда, когда лутаетесь, должны делать это лежа. Третье, вы должны знать спаун и отыгрывать от ближайшего спауна. Ну вот смотрите, мое действие. Здесь ресуюсь я. Если чел здесь не заресался, он сюда ко мне не пришел, значит я понимаю, как опытный игрок, что он пошел форсить мотель. Он побежал на мотель, поэтому он сюда ко мне не пришел. Соответственно, я могу лутать полностью это помещение без каких-либо проблем. Я не буду в этом рейде лутаться, я вам буду просто рассказывать все фишки грамотного позиционирования. Далее, моя задача, к примеру, ну, предположим, выйти вот здесь. Как мне сюда добраться живым? Ребята, вы постоянно должны обыгрывать спауны. Вот на данный момент стреляются. Я поворачиваю четко в звук, понимаю, что это 50. 50 это у нас конюшни. Соответственно, там есть противник. То есть каждый раз, когда я строю свой маршрут, я должен двигаться так, чтобы закрываться от типов, от звуков, от спавнов. Я не могу просто здесь побежать по дороге условно. Я не могу побежать здесь, потому что здесь, скорее всего, заресались. Я должен искать лучший вариант позиционки для того, чтобы меня никто не обезвредил, пока я буду перемещаться в нужную точку. Вот, и мы должны понимать, так, отсюда побежали на мотель. Здесь у нас чел заресался, пошел на конюшню, который только что стрелял.
Соответственно, нужно пойти вот здесь, я вот мышкой провожу. В джунглях, это называется зеленка. То есть я обхожу вот эти спавны, я обхожу вот этот спавн. И я закрываю здесь объектами, кустами, деревьями. Моя задача. Господа, 90% людей моего канала смотрят мои видео без подписки. Может, самое время оформить? Ну, плиз. Моя задача, например... Видите, вот это по мне стреляют. Чел слева, о котором я сказал. Все, сейчас он стрелять больше не будет, он уже не видит меня. Я условно лег, отрегал хп, стамину. Я никуда не тороплюсь, это называется позиционирование. Я его задетектил, понял, где он. Теперь я держу в уме, что там есть противник. Все, я поднялся, я иду по зеленке. Сейчас он меня может видеть. Вот, но попасть ему будет по мне мега сложно. Потому что я закрываюсь объектами, кустами, деревьями и бегу в низине. Поэтому он, скорее всего, стреляться не будет. Также не забывайте, когда вы играете в арену, грамотное движение — это когда ваша стамина никогда не хватает красный сектор. То есть вы никогда не должны давать так, что ваша стамина уходила в ноль. Вы должны все время держать процентов 30 на случай, если вам нужно будет куда-то убежать, как-то обойти, где-то сыграть. Вот, и вы каждый раз, когда перемещаетесь, должны искать окно, вот, например, низина, где вы можете дорегать свою стамину. Когда вы ждете, пока ваша стамина регается, вы слушаете, вы в позиции, вас нереально убить, но при этом у вас фулл стамина, вы в хорошем профите. Понятно, что постоянно, когда вы играете, вы должны всегда держать бейсбол активированным, чтобы если вдруг вам попадет в ногу, что у вас персонаж не остановился. Смотрите, я слышал этого типа, который сейчас стрелял на конюшне. Сейчас он стреляется где-то здесь. То есть я делаю вывод, что он зачистил конюшню. И скорее всего пошел на мотель или пошел к разрушенному мосту вот сюда. Соответственно, каждый раз, когда вы слышите какой-либо звук в игре, вы должны фиксировать его в голове. Когда вы это научитесь, вы станете просто мастером в данной игре. Перемещаясь на данный момент по зеленке, вы не смотрите просто в центр экрана. Вы постоянно крутите глазами, своей головой и ищете самое важное место, где чаще всего кемпят. Обычно противник, он не будет прям в центре стоять. Он будет за деревом, под деревом, за камнем, за забором. И каждый раз, когда вы перемещаетесь, вот так вот, видите, я глазами шевелю по монитору. Я смотрю в разные места монитора. Я смотрю и вперед, и назад, и в бок, и в сторону окна. То есть я постоянно смотрю в разные точки. Это очень важно. Вот, смотрите, я дошел до низа. Сейчас я понимаю, что амбар, скорее всего, пробили. Вот там противник у меня заресался на пруду, который по мне стрелял. Мотель, сейчас происходит экшен. Соответственно, лучший вариант здесь — это пройти или вот здесь по дороге, закрываясь объектами, или забежать в конюшню, спуститься вот здесь. Здесь есть проход, и здесь выйти. Вот, и я выбираю, исходя из тех звуков, которые я послушал в данной катке, я выбираю решение под себя для того, чтобы выжить. Я зачекал, снайпера нету. Я выбираю решение под мост, уйти, упасть. Послушать немножко и перемещаться в сторону этой позиции. Вот, я опять упал. От меня слева амбар. Я регаю стамину. Я слушаю, где у меня противник. Когда вы нажимаете кнопку краса, это капслок в этой игре. Эта кнопка нужна в первую очередь опытному игроку. Не для того, чтобы услышать вашего оппонента, да, где он сидит. А для того, чтобы вы тихо сами двигались, и ваше движение не парировало звук вашего противника. Капслок нажали, тихонечко пошли, пошевелились. А, никого нету, переместились. Видите, я не бегу в центре. Я захожу в ящик, закрываюсь этим ящиком с правой позиции, на тот случай, если вдруг в этом доме сидит противник. У противников ваших постоянно будет какая-то пушка. И эта пушка скажет вам, насколько против вас опасный противник. Например, если вы слышите СА-58, вы должны понимать, что это скорее всего Т-5. Если вы слышите калаш, то это скорее всего новичок. Если вы слышите дробаш, то это точно новичок. Если вы слышите пистолет в игре, значит это какой-то нубик. Если вы слышите МП5, то это скорее всего мясной патрон. Вот на данный момент стреляет дробаш.
или Мосинка. И еще очень важное по позиционированию. Вы должны учить, где открыты двери, где они закрыты. Дверь, труп на земле, убитый бот, например, на вот этой вышке, да, я понимаю, что там бот ресается, вот он мертвый. Его убили, значит, там прошли. Все вот эти вещи вам подсказывают внутри рейда, как вам играть. Вы должны все это дело детектить, слушать, быть внимательным. Вот видите, что сейчас происходит? Сейчас зеленка стреляет. Скорее всего, противники с мотеля уже убили типов, залутались и идут с мотеля условно на выход. Или лодка, там где по мне стреляли изначально, начала идти в сторону мотеля, и они закусились. То есть сразу есть информация, я сразу начинаю понимать всю ситуацию на данной катке. Вот, видите, я не бегу так, я бегу через контейнер. И бейсбол по факту. Побежал. Здесь на ноге. Прыгнул сюда. Все. Я вышел. Вот вам первый рейд. Я не делал там каких-то дублей. Выживание. В полном рейде людей. Грамотное вам позиционирование. Вот вам наглядный пример. Все вот эти фишки, которые я продемонстрировал в этом ролике, я постоянно демонстрирую на своем стриме. Поэтому вы просто можете зайти и посмотреть, как это вживую происходит. Возможно, если вам информация не дошла с этого ролика, возможно, я как стример смогу вам помочь. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.